Бастарны – проклятый народ Европы и возможный предок славян. Из мрачных лесов Галлии и Германии на историческую арену вышло удивительное племя бастарнов. Ни кельты, ни германцы – отважные воины, но не очень удачливые грабители. Имя этого народа породило устоявшийся оскорбительный термин, но его судьба остается тайной до сих пор. Пришельцы с запада. Хроникеры восточной части империи Рима, будущей Византии, с тревогой отмечают, что на их соседей, неистовых даков и фракийцев, напало какое-то невиданное ранее племя. Многочисленное, сильное, умеющее воевать как толпой, так и строем, они разбили царя даков Оролеса и двинулись куда-то на восток. Даки были весьма серьезным противником. Их пешие воины, вооруженные серпообразными мечами с длинным древком, легко разрубали римского легионера пополам. И вдруг оказались биты неизвестными. Злобные галаты нападают на греческую Ольвию, город на побережье Черного моря, о чем пишет местный житель на дошедшем до нас пергаменте. Они заключили союз с германским племенем скиров и атаковали греков и скифов. Галатами тогда называли кельтов, но в документе речь идет явно об астаранах. Перебежчики извещали, что галаты и скиры составили союз и собрали большие силы, которые и явятся зимою. А сверх того еще, что фисамиты, скифы и савдараты ищут укрепленного места, точно так же боясь жестокости галатов. Бастарны воевали пешими и конными, в медных доспехах и шлемах в виде рыб или фантастических зверей, предпочитали длинные мечи, все признаки кельтов. Что нужно этим пришельцам и от кого они бегут с запада на восток? Все до одного наемники, люди, не умеющие ни пахать землю, ни плавать по морю, ни пасти скот, опытные в одном лишь деле и одном искусстве – сражаться и побеждать врага. Рослые, на диво ловкие и проворные. Плутарх о бастарнах. В это время Македония в одиночку противостоит Риму. Это отдельная трагедия, как фаланга македонцев удерживала римские легионы, но была все же бессильна противостоять им до конца. Царь Македонии решил заключить с бастарнами союз против Рима. Их описывают как исключительно крупных и рослых людей, удивляющих мощью своего сложения. Конечно, римляне были ниже и субтильнее германцев, но греки – весьма рослый народ, и те уступали бастарным габаритами. План был хитер. Бастарны идут в Болгарию, где живут кельты-скордиски. Якобы их родичи, те пропускают армию. Затем их пропустят фракийцы, и они нападают на греческих союзников Рима, а затем их совместная армия с Македонией пойдет в поход уже на сам Рим. Однако, когда бастарны уже перешли Дунай, царь Македонии внезапно умер, а римский отравитель уже спешил за гонораром. Фракии, решив, что прежний план можно выбрасывать, атаковала бастарнов. Вождь бастарнов Клондик сначала легко разбил фракийские армии, но затем те подтянули резервы, и 30 тысячам бастарнов пришлось туго. Их загнали в горы и заблокировали проходы. Когда бастарны стали умирать от голода и холода, их вождь решил перейти горы по ледяным перевалам. Потеряв множество воинов, они смогли выйти к замерзшему Дунаю. Но когда армия дошла до середины реки, лед под ними внезапно проломился, и многие утонули в ледяной воде. Новый правитель Македонии скоро снова позовет их в бой наемниками, и Клондик вновь явится на Балканы. Однако подлый царь Персей откажется им платить, после чего бастарны уйдут куда-то за Дунай и исчезнут на 10 лет. Война против Рима. Спустя поколение на Черном море появится сильный лидер Митридат, правнук одновременно Александра Македонского и Дария Персидского, человек феноменальной памяти и гигантского роста, решит бросить вызов Риму. Трижды он будет воевать с Римом, собирая огромные армии из варварских племен. И каждый раз бастарны будут одними из самых свирепых его воинов. Но все же Митридат проиграл. Оставшись одни, бастарны столкнулись с Римом уже лицом к лицу. Упреждая удар, они сами устроили набег на Фракию, где встретили римскую армию прославленного Марка Краса. К сожалению, набег был неудачен. Римляне отбили атаку, затем окружили бастарнов в густом придунайском лесу и подожгли его. Спасаясь, бастарны погибали и от огня, и от римских мечей, и при попытках переплыть Дунай. Марк Крас лично убил вождя бастарнов Дилдона.
Бастарны отступают на север к Днепру и нынешней Молдове. Здесь они становятся участниками войн против сарматов, вместе с даками, а затем роднятся с сарматским племенем роксоланов. Все вместе они смешиваются, образуя новую народность под именем бастарнов. Отнести ли певкинов, венедов и феннов к германцам или сарматам, право не знаю. Хотя певкины, которых некоторые называют бастарнами, речью, образом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев. Неопрятность у всех, праздность и косность среди знати. Из-за смешанных браков их облик становится все безобразнее, и они приобретают черты сарматов. Тацит. Археологи в этот период фиксируют на территориях славян мощнейшее кельтское влияние. Появляется новая керамика, виды украшений и оружия, а также совершенно необычные для славян, но легко узнаваемые кельтские кузнечные приемы, характерные скорее для нынешней Франции и Австрии, чем для славянских земель. Образовался настоящий коктейль, где славянские и балтские элементы перемешались с германскими и кельтскими. Народ, который не принадлежал определенно ни к какому этносу, поселился на Днепре и во всей Скифии, вместе с прославянами. Узнаваемая культура бастарнов, уходящая корнями в Галлию, резко повысила навыки местного населения. Кроме того, среди жителей Скифии появились настоящие ветераны, кто был в походах на Рим и Балканы. Носители формирующейся зарубинецкой культуры явно побывали на Балканах, потому что только там можно найти прототипы характерных зарубинецких фибул. Носители зарубинецкой культуры, очевидно, были участниками бастарнских походов на Балканы в 179-168 годах до нашей эры, достаточно подробно описанных Титом Ливием. Щукин. Этот народ мог бы за столетия до готов и гуннов управлять всей Восточной Европой, которая бы получила и славянское влияние. Но судьба решила иначе. Бастарны участвуют в маркоманских войнах против Рима и теряют там значительную часть мужчин. Ослабленные бастарны теряют свое лидерство, уступая пришельцам-готам и в составе их армий. Сражаются в скифских, готских войнах, опять же против Рима, которую варвары сокрушительно проиграли. Однако они еще больно кусают Рим. Кто кроме него мог бы загнать диких визиготов обратно в их повозки или сокрушить в одной огромной бойне бастарнов, возгордившихся убийством Промота? Ода полководцу Стилихону. Но, живя на границе Рима, их судьба была предрешена. Сначала численность упала до предела, а затем унизительное поражение и мольбы Риму о пощаде. Затем самые могущественные от истоков до устья князья на Рейне поторопились прийти, склоняя свои головы в боязливом смирении. Перед нашим военачальником Сигамбры униженно опустили свои льняные локоны, и франки бросались на землю и вымаливали дрожащими голосами прощения. Германия клялась в преданности, свирепые бастарны были там. Еще оставались поселения бастарнов на Днепре, но через 100 лет их культура исчезнет под натиском готов. Народ, который носил германские имена, но кельтское оружие, удивлял мощью сложения, но проиграл все войны. В отличие от германцев, бастарны не клали в могилы оружие и не ломали его перед этим. Несомненно, это не были славяне изначально, но то, что их кровь влилась в состав этого народа, также бесспорно. Об этом говорит язык. До нас дошло всего десяток слов бастарнского, половина их явно германские, а вот другая вообще не имеет корней. Что-то между кельтским и германским языком. И именно эти элементы есть в славянских языках, которые давно ставят в тупик лингвистов. Часть бастарнов, вероятно, осталась на месте и наряду с представителями других постзарубинецких групп могла принять затем участие в сложном процессе славянского этногенеза, привнося в формирование общеславянского языка некие кентумные элементы, которые и отчленяют славян от их балтских или балто-славянских предков. Щукин. Но почему же проклятый народ? Название бастарнов стало корнем понятия «ублюдок» в европейских языках. Почему так вышло, есть две версии. Часть населения Скифии находилась в подчинении у доминирующих народов, на положении рабов, соответственно, земледельцы Приднепровья, где поселились бастарны, были детьми рабов и носили уничижительное прозвище. Скифо-иранская бест-арна, потомки рабов, стало бастарнами у нас. Бастарны, выйдя в Скифию,
не имели достаточно женщин и заключали браки с чужеземками, смешиваясь с другими, что по тогдашним правилам вполне подходило под незаконнорожденность. И название племени стало нарицательным для оскорбления. Обе версии принадлежат великому лингвисту Трубачеву. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.